Корова ежедневно приходила к давно заброшенному колодцу и подолгу вглядывалась в его мрачную глубину. Жители деревни не понимали, зачем она это делает. Но однажды фермер все-таки осмелился посмотреть вниз, и то, что он увидел на дне, навсегда перевернуло его жизнь. Иван Матвеевич, пожилой фермер из глубинки юга Казахстана, прожил почти всю свою жизнь в маленьком ауле, затерянном среди бескрайних степей, редких холмов и выжженных солнцем дорог, где ветер гулял свободно, словно не встречая на своем пути ни преград, ни границ, и где дни текли медленно, почти незаметно перетекая один в другой, не принося ни особых перемен, ни тревог, ни неожиданностей. Ему было уже за 60, и каждое его утро начиналось одинаково. С первыми проблесками света на горизонте он выходил во двор, прислушивался к звукам просыпающегося хозяйства, кормил скот, проверял загоны, поправлял изгороди, потом долго ходил по двору, будто заново убеждаясь, что все на месте, все спокойно, все под контролем. И в этой простоте, в этой повторяемости он находил особое, почти незаметное утешение, ведь так было всегда. Так жили его отец и дед, и казалось, что иначе быть просто не может. Но со временем в этот устоявшийся порядок стала вкрадываться одна странная деталь. Сначала почти незаметная, затем все более настойчивая, и связана она была с его старой коровой по кличке Зорька, которая жила у него уже много лет, еще с тех времен, когда силы позволяли ему держать большое хозяйство, а забот было куда меньше. Зорька отличалась тихим нравом, не пугалась ни ветра, ни чужих людей, ни даже ночных звуков, но в ее поведении всегда было что-то необычное. Она словно прислушивалась к миру внимательнее других, будто ощущала то, что человеку недоступно. И с возрастом эта ее особенность стала проявляться все сильнее, особенно в одной странной привычке, которая повторялась день за днем, не меняясь ни при какой погоде, ни при каких обстоятельствах. Каждое утро после того, как Иван Матвеевич выпускал скот на пастбище, Зорька уходила далеко от остальных, в самый край степного участка, туда, где среди сухой травы и редких колючих кустов прятался старый заброшенный колодец, сложенный из потрескавшегося камня, потемневшего от времени и покрытого редкими пятнами мха. Этот колодец давно уже не использовался, вода в нем считалась испорченной, да и сам он постепенно разрушался. Края осыпались, внутренняя кладка местами обвалилась, и никто из местных уже не подходил к нему без особой необходимости. Но Зорька неизменно шла именно туда, останавливалась у самого края и долго, неподвижно смотрела вниз, в темную глубину, словно там происходило нечто, что было важно только ей одной. Сначала Иван Матвеевич не придавал этому значения. Он лишь отмахивался, думая, что у животного просто свои причуды, может, там прохладнее, или ей нравится запах сырого камня, или она просто ищет тень, ведь солнце в степи поднималось быстро и не щадило никого. Однако дни шли, недели складывались в месяцы, и странность не исчезала. Наоборот, она становилась все более очевидной. Зорька приходила к колодцу в одно и то же время, стояла там подолгу, почти не двигаясь, иногда даже забывая о траве вокруг, и это уже не выглядело случайностью. В ее неподвижности было что-то настораживающее, почти тревожное, и однажды Иван Матвеевич поймал себя на мысли, что наблюдает за ней дольше, чем нужно, откладывает дела, присматривается, словно пытается разгадать чужую тайну. И чем больше он смотрел, тем сильнее становилось ощущение, что корова чувствует нечто скрытое, нечто, что не видно глазу, но существует рядом, под поверхностью привычного мира. Эта мысль сначала показалась ему глупой, почти суеверной. Он даже усмехнулся, вспоминая старые разговоры о том, что животные якобы предчувствуют беду или находят воду. Но чем дольше длилось это наблюдение, тем труднее было отмахнуться от странного ощущения, будто перед ним не просто привычка, а знак, намек,
который он пока не может понять. И однажды, после особенно долгого наблюдения, когда Зорька простояла у колодца почти час, не шевелясь и не отрывая взгляда от темноты, он решил, что должен разобраться. Мысль спуститься вниз сначала показалась ему безрассудной. Он представлял, как скользкие камни могут подвести, как легко можно сорваться, как холод и сырость ударят в кости, но любопытство уже не отпускало. Оно росло внутри, становилось настойчивым, почти требовательным, и в конце концов он уступил. Подготовившись как мог, взяв веревку и старый фонарь, он подошел к колодцу, на мгновение остановился, прислушался к тишине вокруг, словно надеясь, что сама степь подскажет ему, стоит ли это делать, но ничего не изменилось. Ветер все так же гнал сухую траву, солнце все так же поднималось, и тогда он начал спускаться. Осторожно, шаг за шагом, цепляясь за выступы камней, стараясь не смотреть вниз слишком долго. Стены колодца были влажными, местами скользкими, покрытыми налетом и редкими островками мха, и с каждым метром становилось все темнее и прохладнее. Звуки сверху постепенно глохли, будто оставаясь где-то далеко. И в какой-то момент он почувствовал странный запах. Сначала едва уловимый, затем все более явный, густой, тяжелый, с легкой сладковатой ноткой, совершенно не похожей на запах сырости или земли. Этот запах словно обволакивал, проникал в легкие, заставляя дышать глубже и одновременно тяжело, и чем ниже он спускался, тем сильнее становилось это ощущение, вызывая тревогу и непонятное беспокойство. Когда его ноги, наконец, коснулись дна, он на мгновение замер, чувствуя, как кружится голова, как дыхание становится неровным, а сердце начинает биться быстрее. Он поднял фонарь, осветил пространство вокруг и увидел, как из трещин в основании колодца медленно сочится темная, густая жидкость. Она была вязкой, почти черной, с маслянистым блеском и лениво поднималась пузырьками, словно живая, словно дышащая. Зрелище было одновременно завораживающим и пугающим, и понадобилось несколько долгих секунд, прежде чем он понял, что перед ним не вода, не грязь и не что-то случайное, а нефть, настоящая нефть, скрытая под землей все эти годы. И в этот момент все встало на свои места. Странное поведение Зорьки, ее настойчивость, ее неподвижный взгляд, ее ежедневные походы к колодцу. Она чувствовала запах, который он сам смог различить, только оказавшись внизу. Потрясенный этим открытием, он с трудом выбрался наружу. Руки дрожали, одежда была испачкана, дыхание еще долго не приходило в норму, но мысли уже неслись вперед, опережая друг друга. На следующий же день он связался со специалистами, и вскоре в аул приехали геологи, провели исследования, взяли пробы и подтвердили то, что сначала казалось невероятным. Под его землей находилось крупное месторождение нефти, ранее никем не замеченное. Трещины в старом колодце позволили ей выйти ближе к поверхности, а чуткое обоняние Зорьки все это время улавливало ее запах, и именно благодаря этой тихой, незаметной корове скрытое богатство оказалось найдено. Жизнь Ивана Матвеевича изменилась стремительно. На месте прежней тишины появились люди, техника, шум двигателей, новые дороги прорезали степь, заключались договоры, обсуждались планы, и его скромное хозяйство постепенно превратилось в источник серьезного дохода. Но среди всех этих перемен он все так же по утрам выходил во двор, смотрел на степь и на Зорьку, которая теперь уже не стояла у колодца так долго, словно ее задача была выполнена, и в глубине души он чувствовал, что, несмотря на все новые возможности, на деньги и изменения, именно этот простой уклад, эта тишина и эта странная история останутся для него самым важным, напоминая о том, как иногда самые незаметные вещи могут изменить судьбу человека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории?
Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.